Привет, друзья, с вами Валерий Казаков, и вот такая симпатичная, как мне кажется, задача. Сейчас, может, будет даже сенсация для некоторых. У треугольника известны две стороны, 3 и 4, и радиус вписной окружности равный единице. А про третью сторону известно, что она точно не равна 5. И требуется найти длину этой третьей стороны. Вообще говоря, как так? Неужели существует еще один треугольник с такими данными? Вот вместе с Шерлоком мы сейчас это и выясним, расследуем эту ситуацию. Итак, внимание, что у нас дано? Две стороны, радиус вписной окружности, и третья сторона не равна 5, ее нужно найти. Итак, нужно найти x, когда x известно, что не равно 5. Если бы было 5, был бы прямоугольный, а так неизвестно какой. Ну вот я знаю формулу площади через радиус вписной окружности и полупериметр. Но поскольку у нас r равно единице, мы получим p умножить на единичку, получим s равно p. Ну, это численно. Численно. И еще знаю формулу Герона. Ну, и все знают. p на p минус a, она изучается в 8 классе, иногда в 9. Вот она, по-моему, в 8. Напишите, кто знает. И что теперь? S равно P и S равно корню. Так можно P и корень приравнять. Но я так и сделаю. P равно корень. P на P минус A, P минус B, P минус C. Нормально? Все-таки высший пилотаж, кому трудно. Возведу в квадрат. Получу P на P минус A, P минус B, P минус C. Делю на P, обе части не равны нулю. P равно на P минус A, P минус B, P минус C. Симпатично? Очень симпатично. Что осталось? Ну, заменить, выразить P через 3, 4 и X, правильно? Ну, некоторые школьники боятся этого Герона, потому что типа долго считать, а я даже равнобедренный площадь нахожу по формуле Герона. P равно полупериметр равен 3 плюс 4 плюс X пополам. Первый раз подробно запишу, потом устно. 3 плюс 4 плюс X пополам, 7 плюс X пополам. Ну, страшно? Никак нет. Теперь P минус A. В качестве A возьмем тройку. Без разницы здесь. 7 плюс x пополам минус 3. Получается 1 плюс x пополам. А давайте так, x плюс 1 пополам. P минус b. P минус 4. Что получается? 7 плюс x пополам минус 4. Это будет x минус 1 пополам. Нормально. И P минус c. C – третья сторона x, правильно? И 7 плюс x пополам минус x. Получается 7 минус x пополам. Так, и ничего страшного было, правильно? Теперь заменяем P. Это 7 плюс x пополам. Пишем 7 плюс x пополам. P минус a, вот оно. X плюс 1 пополам. Дальше x минус 1 пополам. Дальше 7 минус x пополам. Все, ускоряемся. Двойку сокращаем. На 4 множим 7 плюс x. 4 на 7 плюс x равно. Здесь x плюс 1 на x минус 1. Разность квадратов. И на 7 минус x. Раскрываем скобки. Получается 28 плюс 4х равно x в квадрате на минус x в кубе. X в квадрате на 7, 7х в квадрате. Минус единица на минус x плюс x. Минус 1 на 7, минус 7. Ну, нормально. В левую часть x куб плюс 7х в квадрате. 4х и x, 3х. И 7 и 28, да, 35. 35 равно нулю. Получил кубическое уравнение, уравнение третьей степени. Ну, как оно решается? У нас много-много роликов есть про решение кубического. Здесь и метод неопределенных коэффициентов, и какая-то разность квадратов. Я тут ошибку сделал. Кто кричит там? Слышу голос из прекрасного далека. Минус, конечно, 7х в квадрате. Ну, хорошо. Есть страшные формулы Кардана. Ну, вот так. Ну, я поступлю следующим образом. По следствию теоремы Безу буду искать делители свободного члена. Вдруг целый корень найдется. Плюс-минус 1, плюс-минус 5, плюс-минус 7, плюс-минус 35. Вот так. Ну, как бы единички не проходят. Пятерочка проходит. Посмотрите. 5 в кубе – это что? 125, да? 125. 125, 5 в кубе минус 7 на 5 в квадрате на 25, минус плюс 3 на 5 – 15, плюс 35. Это что дает? 7 на 25 – 100, по-моему, 75, да? 175. Здесь 15 и 30 – 50. Прибавляю 50, 175, минус 175, 0. Все, равно. Значит, получил, что x1 равно 5 корень этого уравнения. Но у нас x не равно 5. Иначе было бы слишком хорошо. Но зато у нас есть корень вот этого уравнения.
Можно разделить уголком на x минус 5, а можно разложить на множители искусственной группировкой. Посмотрите, для школьников говорю. Искусственная группировка x в кубе, а минус 7x в квадрате разобью. Как? Я уже знаю. Пятерка корень. Значит, нужно написать минус 5x в квадрате. Если я вынесу x в квадрате, получу x минус 5. Остается от минус 7x в квадрате минус 2x в квадрате. Сразу прибавлю 10x. Если вынесу минус 2, получится тоже x минус 5. Стало 10, было 3. Минус 7x. Плюс 35 равно нулю. Все здорово. Это группируем. Это и это выносим. Х в квадрате получается х минус 5, минус 2х, х минус 5 и минус 7х минус 5 равно нулю. Х минус 5 выносится, остается х в квадрате минус 2х минус 7 отрицательный свободный, значит, корни есть. Равно нулю. Это равно нулю дает корень первый пятерка. Он был, мы его нашли. А вот здесь нужно решить. Приравниваю нулю и применяю формулу приведенного квадратного уравнения, тем более счетным вторым. Давайте 2, 3 напишем. Второй и третий корень. Это половина второго коэффициента, взятого с противоположным знаком, плюс-минус корень из квадрата этой половины, минус свободный член, так, корень из 8. Х больше нуля. Вот мы и нашли то, что нужно. Итак, х второе, единица плюс корень из 8. Это и есть наш искомый х. А вдруг неравенство треугольника не выполняется? Давайте проверим, хотя бы приближенно, строго не будем. Плюс 2 корней из 2. Это будет равно единица плюс 2 на 1,42. Это будет 2,84, 3,84. 3,84 длина этой стороны находится между длинами наших двух. Неравенство треугольника выполняется. Ответ готов. Ответ. Оказывается, сенсация не состоялась. Существует треугольник с такими данными 3, 4 и r равным единице. А теперь небольшой анализ нашего канала, тайны канала, если хотите, для новых зрителей, для тех, кто подписан и не подписан, уверен, будет интересно. Все-таки мы вместе творим историю математическую маленькую, вместе творим канал. На сегодняшний будничный день каналу 3 года и 39 653 подписчика. Это очень мало, не хватает. Сколько там? 350 нормальных, интеллектуальных, симпатичных челов, чтобы получить 40 тысяч. Если получим за сегодня-завтра, я буду целую неделю по 2 ролика выкладывать. Без подписки смотрит 66%. Ну, с подпиской оставшись 33,8%. Ну, это их дело, конечно, смотреть, не смотреть. Но кто регулярно смотрит, более-менее, контент нравится, конечно, лучше поддержать канал. Но я вам расскажу печальную историю. Вот такая печалька произошла в 23-м году, летом, в августе. Я открыл под тем же аккаунтом, что на Ютубе, канал на Дзене. Дзен. Вот. И выложил по глупости 2 ролика с Ютуба по ссылочке, которых я уже записал на Ютубе, на Дзен. Зачем же второй раз писать? И не сообщил об этом Ютубу. И тут же, в этот день, сразу же после выкладки, я захотел выложить ролик на Ютубе, и он мне запретил это делать. Он не давал мне до вечера, пока я не сообразил удалить те 2 ролика. Я удалил с Дзена те 2 ролика, и Ютуб разрешил мне выложить ролик на Ютуб. Но с тех пор все показатели он погнал к нулю. Я попал в так называемый черный бан. Посмотрите, 8 месяцев я сражался, выкладывал по 2-3 ролика, купил новый микрофон, новую камеру, и тогда я поправил немножко свои дела. Теперь ни шатка, ни валка, мы все смотрим, я нахожусь в черном бане, но число подписчиков неизбежно растет. У нас даже функция получилась корень из x, но вот хотелось бы мне набрать, конечно, 40 тысяч, такая символическая цифра, символическое число для меня, символическая дата. Хотя вот в этом месте мне YouTube обещал, он написал мне в 24 году, что к сентябрю у вас добавится 50 тысяч подписчиков. Я обрадовался, всем сообщил, но не сбылось, соврал. Ладно, до новых встреч, всего хорошего, примите все за юмор. Я пока не голодаю, денег не прошу, работаю бесплатно, без монетизации, мне с вами комфортно. С вами был Валерий Казаков, пока.